Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных копий, выходивших в российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня хочу вам показать, на мой взгляд, очень симпатичный французский четырехдверный седан марки Симка. Масштабная копия копирует прототип 1955 года. Она вышла в рамках венгерской серии ретро-автомобилей под номером 77. И модель поступила в продажу в сентябре месяце 2012 года. Модель комплектуется журналом, неотъемлемая часть любой журнальной серии, но свой образец я приобрел в коллекцию через интернет-магазин где-то 2 года назад и продавали только масштабные копии. И за этот экземпляр я заплатил 3 евро 95 центов. На мой взгляд, это вполне адекватная цена, с учетом того, что в нынешних реалиях журнальную серию в России и в Европе продают значительно дороже. Если посмотреть на автомобили Симка в 43-м масштабе, то они довольно обширно представлены не только во всевозможных журнальных сериях, но и также выпускаются более премиальными брендами. Например, у меня также есть пару Симок от французской фирмы Solido, и это довольно старые модели середины 90-х годов, и по уровню проработки они примерно такие же, как данное журнальное изделие. Аналогичная Симка также выходила в рамках польской серии «Культовые автомобили» под номером 89. И там машина позиционировалась как автомобиль 1958 года, но помимо цвета каких-либо видимых отличий вы между моделями не найдете. И в польской серии машину выкрасили в синий цвет. Также такая модель мелькала и в других журнальных сериях, и я видел похожую Симку от издательского дома «Атлас». Но она сделана на тех же формах, как и эта журнальная серия от D'Agostini. Я вам для сравнения приготовил несколько похожих седанов по габаритным размерам, и как раз вы можете наглядно посмотреть, как автомобили отличаются друг от друга в плане дизайна, в плане качества покраски и сборки. И в комментариях вы можете написать, какая, по вашему мнению, модель наиболее симпатичная. И давайте распакуем блистер и посмотрим на этот автомобильчик более детально. И здесь классическая упаковка с серой подложкой наподобие польских журнальных серий, и у модели отсутствует черный пластиковый подиум, как, например, на румынской журнальной серии. И, к сожалению, данная масштабная копия ко мне пришла с повреждениями. Сломано 2 задних колесных диска, несмотря на то, что блистеры здесь без каких-либо поломок. И, видимо, модель просто что-то придавила при транспортировке, или такую модель мне продали уже в магазине. Но не стал отправлять ее обратно, не вижу смысла, потому что обратная доставка будет стоить дороже, чем сама масштабная копия. И в этом плане мне больше нравятся блистеры именно у румынских моделей. Они не повторяют очертания автомобиля, а прямоугольной формы, и как раз есть воздушная прослойка. И на подложке указан прототип Симка А90 Ронд, и данная серия у Симки выпускалась с 51 по 63 год. Это уже второе поколение. Данная модель автомобиля на русский язык переводится как «ласточка». И можно сказать, это ласточка нормального автомобилиста, а не та продукция от Modimio, которую можно встретить в интернет-магазинах. Также есть значок East, который говорит нам о том, что модель сделана на их формах, но в коробочках East Models таких машин я ни разу не встречал. Если вам попадалась Симка в продаже, то напишите, сколько она могла стоить и в каком варианте окраски она предлагалась. Также указан импортер D'Agostini, Польша, и, естественно, эти масштабные копии изготовлены в Китае. И я посмотрел, данные Симки встречаются в открытой продаже, и по сегодняшний день, правда, стоят они не 3 евро 95 центов, а немного дороже. И, на мой взгляд, за более высокую цену такой автомобиль в коллекцию брать не стоит. И более-менее аккуратная покраска, и на черном лакокрасочном покрытии пока что нету каких-либо видимых дефектов. Я вам показывал некоторые старые модели из российской журнальной серии, где
где по истечении 3-4 лет начало вздуваться лакокрасочное покрытие, и не могу сказать, с чем это связано. Возможно, как-то краска реагирует с металлом, возможно, что-то другое. И вы в комментариях можете написать, какие проблемы с журнальными моделями выявили вы. И у модели черный неокрашенный салон, его сложно рассмотреть сквозь маленькие бликующие окошки и довольно необычное расположение дворников. И вы можете подумать, что это китайцы неправильно их установили, но если посмотреть на настоящий автомобиль, там точно такое же расположение пассажирского стеклоочистителя. Очень симпатично смотрится передняя часть, более-менее нормальные стекляшки на фарах ближнего света, и даже присутствуют рассеиватели, но все портят черные точки, и по-хорошему нужно срезать литничек и делать подложку из фольги. Более-менее нормальная решетка радиатора, поворотники здесь полностью в хроме, можно было их выделить белой или оранжевой краской, и также более-менее нормальные бампера. И присутствует регистрационный номерной знак. Колесные диски здесь тоже вполне симпатичны, отдельные хромированные колпаки, но как раз вы можете посмотреть, задние колесики у меня полностью раздроблены. И нужно будет найти какую-то замену. Возможно, я сниму эти колпаки и поставлю на другие колесики, схожие по габаритным размерам. Также дверные ручки и молдинги на крыльях здесь обозначили просто серебристой краской. Задние фонари в хроме красным лаком обозначили стоп-сигналы, и фонарики здесь не держатся на своем месте, потому что они запаяны изнутри. Но опять же можно подкорректировать этот момент, и в этом случае лучше, что делают такое решение, потому что если бы их поставили криво на клей, то при демонтаже детали, скорее всего, бы повредилось лакокрасочное покрытие. И вот так выглядит нижняя часть автомобиля. Все очень схематически изображено. Что-то похожее на передний мост. Отсутствует коробка передач, несмотря на то, что это заднеприводный автомобиль. И бочка глушителя здесь сделана отдельным элементом. И давайте я откручу днище и покажу, как сделан салон, потому что сквозь окошки его практически невозможно рассмотреть. И, конечно, можно сделать доработку, окрасить сиденья, дверные карты, но не хочу возиться с данными масштабными копиями, во всяком случае, в ближайшее время. И сиденья здесь установлены тоже не очень аккуратно, и панель приборов здесь крепится к корпусу автомобиля на двух заклепках, как и плашка остекления. Хотя из журнальной модели можно сделать что-то стоящее, но опять же это будут такие затраты, что по цене проще купить хорошее качественное изделие от того же Mini-Champs или от более премиальных брендов. И давайте я вам для сравнения покажу дальних родственников. Например, автомобиль марки «Москвич». Он у меня тоже в черном цвете. И машины похожи по дизайну, но мне больше визуально нравится Симка. Хотя «Москвич» тоже очень симпатичный. И Симка мне чем-то напоминает уменьшенную копию американского автомобиля. Возможно, здесь какие-то черты дизайна от Buick или Packard. Но что-то есть такое американское. И вот так выглядят задние части и проработка нижней части автомобиля. И давайте покажу вам еще пару моделей. Например, Dacia, он же Renault. Это оба французских автомобиля. И Dacia с заднемоторной компоновкой. И это уже более современный дизайн с угловатыми формами. Ну, примерно по размеру автомобиля похоже. И покажу вам застава 1300, он же Fiat. Здесь совершенно другой дизайн. Итальянская школа и французская. И обе машины своеобразные и красивые. Мне итальянские машины очень нравятся по дизайну, но они не умеют делать хороших машин в техническом плане. Конечно, сейчас современные уже
с немецкими технологиями более-менее, но вот старые машины это просто кошмар. И могу вам показать еще один седан, Варшава, и эта машина уже крупнее, но тоже, в принципе, масштабная копия примерно такого же уровня в плане проработки. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о европейской журнальной серии. Есть ли в вашей коллекции похожие модели, где, когда и за сколько вы их приобретали. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.